Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Итак, на часах час ночи, а это означает, что в это время играет очень много китайцев, а соответственно, значит, игра будет максимально эпичной. По крайней мере, я этого хочу, чтобы она была максимально эпичной. И первая сборка, которую бы мне хотелось собрать, это реализовать полуорков. Но тут есть 6 богов, и тут такой вот вопросик, как я буду этих полуорков реализовывать. Либо же через 6 богов, либо же... через 4 бога, 4 полуорка и 4 горна. На самом деле, вот последний вариант мне больше нравится, но если здесь в этой игре будет еще и дух пятерка, он же аппарат, то я, наверное, все-таки сделаю так. 4 бога, 4 полуорка, 4 горна. Хотя аппарат, по-моему, не влазит в эту сборку. Короче, посмотрим, что будет идти, поэтому давайте так. Присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего вам дня. И мне, надеюсь, тоже пожелаете хорошего дня, потому что будни, они... жесткие последним временем. Ну, а кто не подписан, обязательно подпишитесь на меня. Ну и лайк поставьте, не забудьте. Ну и, соответственно, мой телеграм тоже подписывайтесь. Если что, то телеграм закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Вот. Ну, не сейчас, а на 10-м. Короче, разберетесь, где все мои соцсети есть. Поэтому присоединяйтесь, чат комьюнити там есть, поболтаем, пообщаемся. Короче, кому что интересно, все найдете. Вот. И вторая сборка, это то, что я здесь вижу эмпресску. И мы можем здесь нам очень, знаете, на очень неприятной сборке поиграть. Это инсектоиды, да. Я вот в предыдущем своем ролике спрашивал, кстати, ребят, кто вдруг его не видел. Я вчера очень поздно выложил ролик. По-моему, в 10 или в 11 вечера по своему времени я выложил. Поэтому, кто его не видел, обязательно посмотрите, потому что игра максимально эпичная. Поверьте, это стоит потраченного вашего времени. Ну и кто хотел разобраться, как работает там одна сборка, просто я не хочу палить, что там будет за сборка и все такое, потому что там очень эпичная сборка. Даже не то, что сборка, а именно как это все реализовалось эпично. Ух ты, баф мехов на 4-м раунде мне баф мехов дали. Ёлки-палки, сейчас, похоже, за окном буря начнется. Буря, метель, гроза, там все дела. Надеюсь, нет, конечно. По объективным причинам я надеюсь, что нет, мне и так хватает своих проблем. Я не хочу еще и такие проблемы сверху накидывать себе. Вот. Что-то еще хотел я вам такое сказать. Серьезное, интересное. Ну, что-то из головы вылетело вообще. Прикиньте. Вот я эту мысль держал до того, как в игру заходил, но походу, когда я зашел в игру и начал с вами общаться, начал, скажем, приветствие такое говорить, то все повылетало. Ёлки-палки. Ладно. Ладно, короче, вспомню, если что, скажу. Хорошо идет. О, блин, как же хорошо мне пришло. Может сыграть на Марсе? Я там показывал новую мету, кто вдруг забыл. Где мета эльфов через Кири Марси и ШД. Мне уже пишут в комментариях о том, что типа, боже, Саня, это такая сломанная сборка, что ну ее в баню. Очень легкая и очень сломанная сборка. И я полностью с вами соглашусь, это очень легкая и сломанная сборка, поэтому по-любому нужно нерфить ШД. Если понерфят ШД, то поверьте, эта сборка не будет такой имбовой. Тут вот... Не знаю, может, если получится то в этой игре реализовать что-то интересное, да, я вам покажу, как контрить этих эльфов. На самом деле их довольно-таки легко контрить, но вот этот новый герой ШД, он жестко прям вырезает в пух и прах все. Поэтому, ну, будем пробовать, все, давайте, не загадывать. Сосредоточимся сейчас лучше на игре и на моих действиях. На самом деле хочется на полуорках сыграть. Вот серьезно, хочется на полуорка, даже через Кири Лешего. Хотя на самом деле в Кири Лешего я вообще не верю, потому что, во-первых, никакого отхила нет. Из-за того, что, ну, все предметы, которые были на отхил когда-то, они не работают теперь на способности. Кстати, да, часто об этом пишут, типа, почему не работают предметы и все такое. Ребят, был патч, в котором сделали так, что только маска, вот это 5-го тира, там вообще любой отхил, кроме синергии чернокнижников, работает только на урон с руки. И на чистый урон, на любой чистый урон, никакой отхил не работает. Ни баф чернокнижников, ни предметов, в принципе, все. То есть 2 вида отхила, и вот. Кстати, я удивлен, что мне с первого раза упал кливер. Я, короче, сейчас поставлю импресску. Фу, импресску! Оговорочка по Фрейду. Сейчас вот цветочку поставил.
Надеюсь, что мне панда принесет импресску. Это я, конечно, слишком сильно губу раскатил, но у меня хорошие предметы под эту импресску. Поэтому давайте держим сейчас за меня кулачки и эпично достанем импресску. Потому что если я эпично достану импресску, поверьте, это один из самых сильных керри, особенно на первых раундах. Есть, конечно, посильнее керри, но я скажу так. 3 керри со старта с хорошими предметами. Если есть еще и рок войны, то там забейте, там аннигиляция. Пожалуйста, молнии прокайте, прокайте, пожалуйста, 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 пожалуйста. Давай. Хорош. На самом деле это удивительно. Тинкер кинул ракетки по всем. Обалдеть. Блин, мне еще и легионку просили записать. Ва-ва-ва. Ёлки-палки. И что делать? В этой игре просто на легионке, скорее всего, не получится поиграть адекватно. Ладно, возьмем, посмотрим. Я еще подумаю сейчас. Да, я там потратил деньги, я мог эти деньги не тратить, а уйти в инкам, но... Надо просто подумать сейчас. Я на самом деле не особо хочу легионку использовать в этой игре, так как легионку на самом деле очень легко контрить. И если она легко не будет мне идти, и если я не настакаю себе урона, то меня испепелят. Особенно в этой игре. Тут очень хорошие легендарки есть. Элементарно тот же Зевс, он просто испепелит все и вся. Я уже показывал не раз то, что Зевс с хорошими предметами пробивает рыцарей, морских, шар бездны. Ему плевать этому Зевсу. Зевс в 2 звезды с посохом 3-го тира, с аганимом, он уже начинает разваливать. Ты докинешь туда магическую призму, там цепочку, догон и тому подобное, то все, это аннигиляция. Это опустошение, это выжженная земля будет, ну, просто торба будет. Плюс тут, кстати, есть темпларка. Если чел будет умным, то он может собрать себе 6 убийств, 4 ведьмака и просто разорвать легионку в пух и прах. В общем, не знаю, я на самом деле сейчас сомнительно отношусь. Я, короче, продам. Не сегодня, не сегодня. Я по-любому исполню эту сборку, по-любому. Бог рандома даст мне такую возможность, поверьте. Я проявлю еще себя. Поэтому легионка будет записана, только не сейчас. Всему свое время, как говорится. Главное не спешить. Но! Как хорошо, что ему баф гоблинов не упал. Просто как же хорошо. Если бы ему баф гоблинов упал, то он бы меня испепелил. Просто бы аннигилировал. Кстати, я ошибку сделал. Знаете какую? Я легионку-то продал. Я красавчик, красавчик. Но баф людей-то я мог бы поставить себе. Ну ладно, раз я уже легионку продал, то пока продам это все остальное. Можно еще сейчас сыграть в этой игре на гоблинах плюс древних. Через керри Темного Лорда, через керри ШД. Чел нашел себе ДК, но он там полностью деньги сраливает. Не понимаю, зачем он это делает, но зачем-то это делает. Ну, хозяин-барин. Как бы да. Кстати. До этой игры я немножко тут сейчас просто, скажем так, взбесился. А так как я слишком эмоционально не могу выражаться из-за того, что час ночи на дворе, меня выкинут просто из хаты. Не, если вы меня подберете, в принципе, я могу и поорать. Поорать, максимальные эмоции высказать. Но как же меня бесит то, что какой-то чел, когда ты будешь себя чувствовать отлично, отменно, у тебя будет винстрик просто на 9 уровне, тебе приходит какой-то чел, и что бы ни произошло, как бы ни произошло, чел тебя просто аннигилирует. Неизвестно каким образом, но он тебя аннигилирует. Он тебя аннигилирует с помощью удачи. Вот серьезно. Либо сильных фигур. В данном случае он тупо на своих охотников пришел, там тычки попрокали, он меня уничтожил. И я потерял свой винстрик. И так во многих играх бывает. Просто найдется какой-то чел, и ты думаешь такой, все, у меня сейчас винстрик 5, я сейчас спокойно выйду в деньги, буду себя комфортно чувствовать, будет все прекрасно, жизнь мед. Ну просто, ты знаешь, обмажусь полностью всей удачей. Но, когда малюсенькое но появится,
в виде охотников. Причем он у меня уничтожил 3 охотниками. Ну, под синергией 3 охотниками. Понимаете, в чем прикол? У него синергия 3 охотников. И он мне просто... Ладно, давайте опустим этот момент. Вы меня, в принципе, услышали. Вы меня прекрасно поняли. Сейчас посмотрим, что там по реликвиям, ребят. Потому что у меня есть один план. Так, одна аптечка есть в этой игре, хорошо. Шлем Арреса. Пока что одна аптечка. Ну, раз пока что одна аптечка в игре, то давайте так. Если я сейчас проиграю раунд, то мы берем аптечку, юзаем ее, становимся в лустрик и разменим свою хп на опыт. Ну, сейчас посмотрим. Только когда проиграю. Чел, кстати, будет собирать сборку себе, если что, Кири Марси. Через эльфов, на секундочку. Тут чел Мамору взял, но пока что ничего не... Ну почему ты не успел свои ракеты запустить? Ты! Ракетоносец! Бесит. Бесит, когда он ракеты не запускает. Баф людей. Вообще, мы можем сыграть через вот эту вот кошечку. Кошечку, вот эту вот цветочку и просто прыгать ребятам на лицо. Тоже такая интересная сборка. Это играть через цвету, которая прыгает. У нее очень много чистого урона. Если закинуть туда еще волшебное зеркало 4-го тира, то вот эти вот иллюзии, они тоже будут иметь способность первого тира, хотел сказать. Способность этой кошечки. И тоже наносится урон, если что, от иллюзии. Прикол такой вот. Маленький такой вот нюанс, кто вдруг не знал об этом. Если вы берете цвет и закидываете туда волшебное зеркало, то ваши иллюзии тоже будут дамажить, когда они будут прыгать. Короче, поехали. Все, погнали. Он меня уничтожил второй раз. Поехали. Самое главное найти сейчас жреца. Я буду сейчас его искать. Я сейчас найду. Оп, цветка сюда. Пожалуйста, дай жреца. По-братски прошу, дай жреца. Спасибо. Спасибочки. Так, если что, я панду оставляю пока что. Я все-таки еще испытываю надежду на то, что панда мне принесет импресску. Я прям верю в это. Надежда умирает последней. А я верю. У меня даже клевер в панде есть. Я буду верить. А знаете, как мы еще можем сыграть? Я давно на этой сборке не играл. Это чисто синергия цвет и куча дубликатов. Как вам идея? Куча сильных дубликатов. Непонятно, да, пока что, но сейчас посмотрим. Я еще подумаю, хочу ли я так сделать. Но раз цветка пришла и есть импресска, то грех не воспользоваться этим, потому что тогда у тебя будет куча героев, которые будут мало ли того, что прыгать, мало ли того, что дамажить, мало ли того, что спамить своими способностями, так еще у тебя будут эти герои все с предметами. То есть то, что ты засунешь туда, то, соответственно, и будет. Я, кстати, жрицу света сейчас взял не просто так. Потому что она будет сейчас послабее, чем ШД. ШД я пока что продавать не хочу. Я вообще в дальнейшем планирую этого ШД использовать в своей сборке. Да на самом деле сейчас, если вот ШД приходит, то его нужно брать. Нужно собирать в 2 звезды. Ранний ШД в 2 звезды, темный лорд ранний в 2 звезды. Да вообще синергия древних ранняя, она очень сильная на самом-то деле. То есть я несколько раз у меня получалось собрать раннюю синергию древних. И если есть, скажем так, у вас ШД в 2 звезды, то там урона тьма. Благодаря синергии первого уровня ваши древние в радиусе себе хп тырят, а там нормально хп тырят, и наносят чистый урон сразу. Там нормальное такое количество урона влетает, а под ШД там вообще забейте. Там, кстати, видели, сколько аптечек у ребят? Я удивлен, что только я один сейчас сижу на лоустрике. Не знаю, с чем это связано, но ребята как-то вообще не хотят
лустрик юзать. Я, кстати, поставлю баф гоблинов. Чем может ШД поставить? Я просто не хочу ШД ставить, у меня есть на то веская причина. Чисто из-за того, что ШД имеет две встроенные расы. Это демоны и, соответственно, древние. И вот из-за того, что там две встроенные расы, есть большая вероятность, что мне присумонится либо древний, либо демоны. Скорее всего, это присумонится древний. Меня это немножко аж бесит. Не знаю, как сделали разработчики эту механику. Если панда сумонит, то она будет сумонить почему-то в 90% случаев древнего. Не знаю, как это работает. И это работает только тогда, когда у тебя есть фигура, у которой две синергии. Ух ты, ничего себе. Это мы возьмем. А это мы рольнем. А тут хрень упала. Давайте рольнем еще раз. Надо арканцы найти. Надо найти арканцы, по-любому. Арканцы, пожалуйста, дай. Спасибо. Так, первая пачка арканцов у меня есть. Хорошо, Лину апнем в 2 звезды, чтобы у меня стол был посильнее. ШД, короче, продам. В баню этого ШД. Ставим жрецов. Ну, в принципе, более-менее нормальный стол у меня сейчас. Сейчас выходим в 10 уровень. На 10 уровне начинаем ролиться и держим кулачки за то, что мне придет импреска. Просто когда придет импреска, я закину в нее арканцы, и там 3 пары арканцов юзнется. Потому что у меня будет полная синергия цвет. Кто вдруг не знает, как работает полная синергия цвет, то объясню подробнее сейчас. Синергия первого уровня цвет, она просто дает вам дубликат того же уровня фигуры, которая у вас есть. То есть, допустим, у вас есть однозвездочные фигуры, 2 штуки на столе, то появится третья еще, дублирующая такая фиолетовая фигурка, без предмета. А если вы поставите полный баф синергии цвет, то у вас та дублирующая фигура, если есть там предметы, она будет с предметами. То есть у вас, приведу на примере, у вас есть 2 нефритовых генерала. При синергии первого уровня предметы не скопируются в дублирующую фигуру, а при синергии второго уровня скопируются. Это жестко на самом-то деле. Это очень сильно. И вот поэтому я сейчас арканцы взял. На самом деле, мне надо еще одну пару арканцов найти, по-любому. 2 пары арканцов за глаза хватает. 2 пары арканцов — это прям то, что доктор прописал. Почему так? Потому что, смотрите, я беру себе 1 пару арканцов, это 60 маны. 2 пары арканцов, это уже 120 маны. Ставлю их посередине, и все. И у меня все в радиусе, ну, по сути, 2 клеток, ну, почти 3 клеток будут все с маной. И это жестко, это очень жестко. Но я на самом деле даже хочу себе 3 пары арканцов, чтобы, ну, гарантия была какая-то. Потому что они мало ли там в какую-то там неправильную расстановку заспавнятся, либо что-то еще. Ну, короче. Короче. М, 20 раунд я хотя бы затащу. У меня еще есть пару раундов, поэтому должен затащить. Я, наверное, котла оставлю все-таки. Мне еще, кстати, будет надо найти рок войны, чтобы сделать керри импресску. То есть, смотрите, какая будет у меня сейчас сборка. Да, я все-таки сыграю через дубликаты. Сборка следующая. Тут, кстати, маг собирается, тоже неприятно. Он играет сейчас на воинах, но будет по итогу все равно собирать себе магов в дальнейшем, драконов-магов. Смотрите, как я буду делать. У меня будет 2-3 пары арканцов. Да, мне будет ситуация отталкиваться, но 2 минимум пары арканцов мне надо. И у меня будет керри импреска, то есть ярко выраженный керри в виде импрески, которая будет наваливать с руки. То есть мне нужно будет под нее предметы, все такое. Рок войны обязателен. Почему рок войны обязателен? Я миллиард первый раз говорил, но повторю миллиард второй раз. Все просто. У импрески есть способность. Она призывает свой дубликат. То есть себя саму же она призывает с предметами. И неважно, будет там синергия или не будет синергии. Просто она призывает. Это ее способность. Она призывает дубликат себя. И все предметы, которые в ней есть, они, соответственно, тоже дублируются в нее. Но это призванное существо. То есть
Вот эта вот жадная рукавичка первого тира, она работает как на фиолетовый дубликат из синергии цвет, так и на призванное существо импрески. Но вот это вот призванное существо импрески под рогом войны на 100% дольше длится и, соответственно, на 100% больше у нее скорость атаки. А теперь перемножайте все ее предметы, которые есть в инвентаре, и на 100% скорости атаки. Да ни один предмет вам столько скорости атаки не дает, как вот импрески рог войны в ее иллюзию. И там ее иллюзия начинает так разваливать, что ну в баню. Ну, я думаю, вам продемонстрирую это. Если, конечно, получится. Ютуба, привет. Привет, привет. Удачи. Так, ну это я попался со своим подписчиком. Но моего подписчиком там тоже дела не очень хороши. У него 46 хп. Печально, что у него 46 хп. Не завидую. Потому что я сам такой же. Но мне нравится с моими подписчиками попадаться. У меня сейчас твой ролик идет, который ты сейчас залил. О. Все. Застеснял меня немножко, застеснял. Это очень приятно читать, ребят. Я не могу передать словами, насколько это приятно читать. Надеюсь, вы меня как-то, ну, знаете, там, по блютузу поймете мои эмоции. Я, кстати, мету возьму. Мету возьму, потому что у меня хп не так много осталось. Если бы у меня было хп побольше, то я бы мету не брал. А у меня хп не так много осталось. И пант я сейчас уже буду продавать. Они ничего мне, по сути, не принесли. Обидно, досадно, ну ладно. Не принесли, не принесли. Сейчас на этом раунде мне нужно как можно больше получить в табло. Все, кайф, спасибо. Я рад. Я очень рад. Я очень рад, что мои ролики так нравятся. Всё. Поднял мне настроение. Это он про тот ролик, который я очень поздно выпустил. В 10 либо в 11 вечера по своему времени. Поэтому, кто не смотрел, ребята, давайте. Там кайфовая каточка. Так. Ну, охотники, эльфы дефолтные, гоблины древние собираются. Интересно, у него, кстати, сборка. Играет на троллях. Окей. Наверное, антимага ищет. Поставит себе антимага сверху. И под 6 троллями он будет нормально разваливать. Темпларочка сюда. Все. Еще. Ничего себе мне там пришло. Все, ребята, это камбэк. Это жестко. Ты шо? И Зевс, и 2 темпларки, и Тайдуха. Не, ну это вообще какой-то царский подгон. Так, где у меня там предметы? Отсюда, отсюда, отсюда. Жалко, конечно, это не... Ну, кстати, я еще нормальное количество хп восстановил за 7 банок. У меня было 13 хп, сейчас 41 хп. То есть я восстановил себе 30... Ой, 30. 28 хп себе восстановил за 7 банок. Это круто. Это очень круто. Это хороший показатель. Я, кстати, посмотрю, выиграю раунд или не выиграю раунд. А ну-ка, думчик дайте. Хорошо, думчик в Марсе полетел. Контроль полетел. Все, минус Марси. Все. Имбулька. Юзаем аптечку. Юзаем мету. Все, восстанавливаем все хп. Кайфуем. Ой-ой-ой, инвокер. Боже, сколько мне рогов войны надо будет в этой игре. Ай-яй-яй, еще один. А может, так всегда будет мне идти? Ну, ребят, это откровенно честно, это проявление скиллухи. Учитесь. Учитесь, пока батя в здании. Это круто. Ну, это очень круто. Типа, спасибо огромное богу рандома за то, что он так жестко пришел ко мне. Огромнейшее спасибо. Я Гра, наверное, продам. Я на самом деле и в Зевсе не особо уверен. Но посмотрим, пригодится он мне или нет. Знаете, что будет эпично, если я сейчас себе все хп восстановлю?
А будет еще эпичнее, если ко мне придет инвокер. 2 раза в 2 звезды, и Тайд 2 звезды, и 2 Зевса в 2 звезды. А и губа закаточная машина. Обалдеть. А что, так можно было? Серьезно? Дизраптор. Насколько дизраптор мне нужен в этой игре? Я пока что не хочу темпларку апать. Я не уверен, что у меня просто темпларка останется до конца игры. Скорее всего, я эту темпларку продам. Она типа хороша, но для нее слишком много надо будет предметов. Плюс у меня будет уже ярко выраженный керри, это импресска. Она будет, конечно, сейчас у меня как танк, потому что когда она использует свой щит, она очень много может уронов танчить. Оп! Оттайдухи станчик. Опа, думчики пошли. На! Минус 24. Боже, как это лютый. Это лютый развал. Кунку, кстати, возьмем. Кунка тоже хорошо. Джекира. Кунка это тоже хорошо. На самом деле все просто. Почему кунка хорошо? Я, кстати, наверное, предметы рольну. Да, надо попробовать. Все. Все. Ребята, забейте. Все. У меня полный фарш. У меня полный фарш. Это прекрасно. Что-то я хотел сказать. Я удивлен просто с того, как мне сейчас идет. Поэтому я немножечко стопую. Кстати, вдруг чего, кто не знает, то дубликаты цвет в основном появляются с левой стороны. Поэтому у меня вот такая вот сборка. Я их ставлю кучнее, чтобы все концы сработали и на всех заделись. Апаем кунку. Кунка необходим. А импреска можно придет? А импреску на сдачу дайте, пожалуйста. Я на самом деле хочу сейчас полностью сролиться. Чтобы забрать винстрик и просто на темпе задушить их всех. У меня хоть и так обалденно все, но все же. Шар бездны я беру чисто из-за того, что там есть маг. Я знаю вот эту вот тему, вот эту вот подливу о том, что типа, маг есть. Я не возьму шар бездны, а потом маг меня еще и вынесет сверху. Поэтому я эту тему прекрасно знаю, поэтому так не будет. Боже, 2 Зевса пришло, обалдеть. Короче, вместо темпларок ставим предметы так. Пожалуйста, дай импреску. Яйцо, круто. Импреску. Умник вообще прекрасно. Хан, хорошо, но мне не надо хан. Импреска есть, а денег нет. Что делать? Что делать? Ладно, дизер сейчас продам. Я не уверен в том, что мне нужен дизраптор просто. Не уверен. Вообще не уверен в том, что мне нужен дизраптор. Бэм. Просто... Зачем мне синергия драконов, когда я сам дракон? Из-за того, что у меня есть 6 пар арканцов. Точнее, какой 6? 2, 2, 3, 3 на 2. А, ну да, 6, ладно. 6 пар арканцов. Хотя сейчас будет 7. У меня же с импрески будет появляться еще одна импреска. Боже, это будет сейчас эпично. Ну, вы уже сами видели приколюху, да? Когда это моментальный прокаст был. Хорошо. Мне бы сейчас, конечно, легендарные фигуры все в 2 звезды. Вы прикиньте, чтобы у меня были все легендарные фигуры в 2 звезды. 2 Зевса в 2 звезды. 2 Дума в 2 звезды. Импреска в 2 звезды. Тайд в 2 звезды. Там забей. Мне, кстати, надо будет Рок войны найти. По-любому надо будет искать Рок войны. Кстати, надо сборку немного поправить. Сюда-сюда. Можно чуть-чуть их назад поставить, чтобы синергия древних вдруг чего меня там не аннигилировала. А их, кстати, можно вот так поставить. Шикарно? Я думаю, прелестная расстановочка. Ну-ка. Боже, это ж у меня есть инвокер, который обезоружь будет накидывать на охотников. Еще винстрик забрал. Сколько ты сейчас минуса получишь? Минус 43.
А было бы у меня 2 Зевса в 2 звезды, он получил бы больше. А был бы у меня инвокер в 2 звезды, 1 второй, было бы еще лучше. На самом деле, у меня стол довольно-таки слабый. Ну ладно, не слабый, хорошо, у меня сильный стол. Ладно, говорили, у меня сильный стол. Так, Роквейны, пожалуйста, по-братски. Спасибо. Сейчас будет полный развал. У меня 82 хп. Ну, я считаю, как-то маловато. 82 хп всего лишь. Как-то грустно. Что у меня всего лишь 82 хп. На самом деле я почти себе full хп восстановил. Кунку хочу взять. Надо мне этот дизраптор, если так задуматься. Кстати, надо двухзвездочную цветку поставить. Вообще их можно продать. Да, их продам, возьму. Ну, мало ли, я пока что дизраптора оставлю. Мало ли. Пригодится. Так, тут тоже выношу. Боже, меня аж немножко даже, знаете, профризывает в моменте, когда все эффекты моментально юзаются. Особенно от ульты Омника и так далее. Слушай, ну это жестко. Это просто жестко. Минус 27, сюда. Хорошо. Моя душа ликует. Мне эти предметы тупо деть некуда пока что. Я на самом деле такой, чтобы найти МКБ себе против эльфа. Пригодится. Эльф там уже с Марси в 3 звезды. ШД пока что в 3 звезды нету, но и... Ну, кстати, наверное, все-таки лучше всего это сделать то, чтобы у меня было бы много контроля. Он еще и маску 5-го тира нашел. Если бы он маску 5-го тира не нашел, то у него бы не было бы шансов от слова совсем. Но у меня есть думы. Типа Дума может порешать все вопросы. Ага, понял, спасибо. Я надеюсь на то, что мне упадет Роквейн и еще один под инвокера. Бам! Боже! Как это люто выглядит? Так, у меня Марси под... Ай, Дум все-таки короткий еще. Да, если бы не был бы такой короткий Дум, то было бы люто. А так, еще проиграл раунд. Ладно. Еще не вечер, Марси. Поверь, я приду, мы с тобой пообщаемся. Эмпреска, кстати. В 2 звезды, все. Дай мне еще один рок войны, пожалуйста, по-братски. Спасибо. Сейчас, короче, следующим действием, когда кто-то вылетит, мне надо будет по-любому найти предмет 4-го тира. Желательно, чтобы это, конечно, был МКБ, чтобы я 100% по Марсе наваливал. Но от Арчида я тоже не откажусь. Кто вдруг не знает, в чем прикол Арчида, так это из-за того, что когда Арчид полетит на Марсе, да, я уверен, что на Марсе он полетит Арчид на Марсе, хотя там тренд есть, но я думаю, на Марсе будет лететь, потому что она будет дороже трендухи. Вот. Она, Арчид летит в Марсе, и все ставят приоритет бить эту Марси. При этом Марси будет под сайленсом, это раз. Второе, по ней будет идти двойной урон. От способностей, от руки, короче, от всего будет двойной урон лететь. Это будет прям развал. Сумочку берем, еще одна импреска. Хорошо. Хорошечно. Я, кстати, наверное, вместо Зевса поставлю 2 кунок. Я думаю, 2 кунки это прям будет то, что доктор прописал. Правильно? Не нравится мне это Марси, конечно, но пока что надо терпеть. У меня хп много, я могу спокойно потерпеть. Я себе хп восстановил с помощью мета. Жалко, что на мобах еще нельзя восстановить хп. Это было бы вообще эпично. Хорошие предметы у Марси. Криты упали. Ладно, разберемся еще. Пока не паникуем. Пока не паникуем, все хорошо. Не знаю, нужна ли мне вообще импреска. Ну, чисто как на сдачу собрать ее в 2 звезды, хотя... Ладно, пусть будет, потом разберемся, нужна или нет. Я знаю, кто точно мне нужен. Тайт. Так, тролли здорово с Хускаром в 3 звезды. Тролли пока. Тролли пока.
Это нереально пережить. Слишком много контроля. И слишком много урона. У меня 96 хп на секундочку. Еще рок войны упал, но мне... Хотя, может... Ладно, вот так вот сделаем. Рок войны оставим. Ребята, что сейчас нас ждет? Я думаю, до 35-го раунда мы не доживем. А нет, киснет сейчас намного быстрее. Но мы это сейчас проверим. И я надеюсь, что сейчас чел на Марсе ко мне придет и приколится немного. Какой урон по нему прилетит. Я этот рок войны, если что, под Марсе оставляю. Хотя, на самом деле, я просто не помню. По-моему, не будет перебивать, если я во второго инвокера закину рок войны. Так, Марсе смотрим. Марсе под Арчидом, смотрим на Марсе. А Марсе нет. И тут она вдруг испарилась. Да. Мета была наказана. Вы там спрашивали, как там Марси ну, просто уничтожить. Ребят, вот, пользуйтесь. Показываю один раз. Так, Думчик, Кунка, хорошо. Понял. Так. Вот так. Как лучше Кунка? Я думав побольше поставлю, наверное, потому что там у Траксы есть маска 5-го тира. Я поставлю на парочку думов побольше. Пригодится. Надо еще предметы будет рольнуть. Но я думаю, он не выживет. Я думаю, это сейчас конечное будет. 4 дума просто. На! Да все, торба. Там дум прилетел. И там еще, кстати, Арчит полетел в Траксу. Спасибо за игру. Ну, это хорошо было. Это очень. Боже. От таких игр прям... Как адреналин скачет. Хорошая игра. Но очень быстро получилось, кстати. Как я и сказал, до 35-го раунда мы не дожили. Могли, но не дожили. Дум порешал все вопросы. Ну, чела на Марсе 3-звездочная мы отправили в топ-3. Жалко, конечно, что в топ-3. Я надеялся, что он отлетит в топ-4, потому что сейчас мета игры на Марсе через ШД это то же самое, что играть на инсеках. Ну, ладно, на инсеках это намного позорнее, можно так сказать. Классная сборка. Итак, ребят, повторюсь. Для того, чтобы играть на такой сборке, вам нужна импресска. Нужен полный баф цвет. В идеале, конечно. Можно, конечно, и без полного бафа цвет играть, но тогда вам понадобится очень много арканцов, либо же очень много драконьих рогов. Можно, конечно, еще через волшебников сыграть, но вы займете просто себе 3 слота теми фигурами, которые вам не нужны. Вот. Идеальный какой билд? Импресска, маленькая цветочка. В импресску закидываете как кири предметы, так и, соответственно, арканцы, потому что арканцы, они будут в 3 импресках, а, соответственно, 3 импрески это 3 активации арканцов, и это будет 3 плюс 60 маны. И, соответственно, вам нужны еще одна пара арканцов. Ну, короче, 2 пары арканцов у вас должно быть. Понятно тут. Сильных прокастеров, в моем случае это были инвокеры, Doom специально для того, чтобы там закрыть отхил и всякое такое. Тайт у меня был для контроля, Омник у меня был тот чел, который просто давал мне пожить, и который скидывал с меня дебафы и все такое. Но это все можно заменить, можно это сделать намного сильнее прокаст. То есть, если Омника нет, то вы просто ставите сильный прокаст. Короче, вы поняли. Там дальше уже как душа ваша пожелает. Но можно 2 кунок поставить. Вот будет 3 кунки, 3 корабля будут лететь. 2 тайдов поставили в 2 звезды. Там просто 1, 2, 3 тайд кастуют. Там еще кунка свои корабли накидывать. Просто как угодно можно это делать. Это на самом деле веселая сборка. Она приносит кучу разнообразия, но очень много зависит. Ну, короче, очень много зависит от того, что вам будет переходить. В общем,
Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудь поставить свой лайк обязательно. Если не подписан, подпишись. Как на мой канал, так и, соответственно, на мой телеграм-канал. Телеграм-канал, если что, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи.